Всем доброе утро, время 5:30, и мы стартуем в очередное путешествие по нашей родине. Более 700 километров, опять на север, и нас ждет очередная рыбалка. Погнали! Навстречу Санкт-Петербургу. Вот мы и подъезжаем к Санкт-Петербургу, остается 21 километр до КАДа. Дальше уходим на КАД и едем в сторону Приозерска, как раз на Ладожское озеро. Нас встречает отличная погода, яркое солнце, голубое небо, температура 14 градусов. Добрались мы за 6,5 часов. У всех хорошее настроение, кто едет с лодкой, а кто вот так с велосипедами. Питер живет своей жизнью, походу у них просто нет карантина. На КАДе, я не стал снимать, очень много машин, прям очень много машин реально, то есть по сравнению с Москвой это небо и земля. Всех интересовала моя лодка, уже несколько вопросов задавали: вы путешествуете, вы катаетесь, вы ловите рыбу, что за лодка, где купили, что за начинка. Давайте сегодня поговорим об этой лодке. Моя Малюри 42К. Значит, это разновидность алюминиевых лодок. Длина ее составляет порядка 4,5 метров. Это максимальная комплектация. Вообще алюров в такой комплектации, не знаю, наверное, единица. Я его комплектовал для себя. Лодка Алюр выпускается в России. Алюр 36, Алюр 40, Алюр 42К, это то, что у меня. Потом есть 45-я лодка, 51-я, 60-я и 56-я. Усиленный транец, специально сделанный под мотор. Максимальный мотор на эту лодку ставится 50 лошадей. Давайте по порядку. В лодке есть место для лебедки, это, иными словами, якорь. Он спрятан и находится в специальном отсеке. Потом вынимается, вешается вот сюда на передний выносной кронштейн и управляется из кабины. Потом покажу. Значит, здесь представлен отсек для рыбы, причем очень добротный отсек. Он промазан специально раствором, или даже эта наклейка идет резиновая, чтобы не стучало во время передвижения. Запасной вход для мотора, подключение электрики там находится. Дальше. Здесь находится бак 65 литров, даже чуть-чуть побольше, то есть заявленный 65, но с горловиной входит туда немножко побольше. Пластиковая облицовка, не стеклянная, есть две вариации: либо стекло, либо пластик. Пластик позволяет больше обзорность иметь, а стекло, оно идет с рамкой, не очень удобно, но я взял пластик, хотя это не практично, он со временем темнеет, царапается. Я думаю, это поменять не составит особого труда. Тюнинговала мою лодку фирма Boat Lab Pro. Находится она в Каширском районе, ссылка будет в описании. Отличные ребята, вообще делают, знают свое дело, отлично сформировали, скомпоновали, настроили электрику. Вообще просто это шедевр какой-то маленький. Так, а теперь внутрь. Очень удобное рулевое колесо. Справа располагается магнитола JBL, я поставил. Выводы от магнитолы — это внешнее устройство, это джек и USB, плюс зарядка. Слева располагается Lowrance GPS блок, навигатор Remarin. Это даже сказал не навигатор, а эхолот. Я его использую как навигатор. Там карта отрисовывается. Дальше идет родной сузуковский, но не входящий в комплект прибор. Он показывает средний расход, максимальный, сколько в баке осталось. Полностью маленький компьютер. Дальше блок кнопок, насос, который установлен в задней части лодки, позволяет откачивать аварийную воду, если перелив, залив, дождь. Работает либо как принудительно, либо как поплавок. Дальше габаритные огни. В темное время суток можно зажигать габариты. Фара устанавливается на тот дальний кронштейн. И гудок. Машинка рулевая сузуковская. В нижней части аккумулятор на 30 ампер. Это мотоциклетный, можно поставить автомобильный, жигулевский. Но я не стал это делать. В нижней части стоят 4 колонки. Это здесь и сзади 2. Руль стандартный, без гидроусилителя. Я не стал реально заморачиваться с гидроусилителем. Хотя ребята посоветовали из Boat Lab Pro: поставь себе, пожалуйста, если тебе хочется, с гидроусилителем. Это очень удобно. Но обычный гидроусилитель ставится с 70 лошадей. У меня 50, в общем-то, это никак не сказывается на езде. Неудобно. Передний бардачок, нижний отсек для вещей. Смотрите, какой огромный вот этот вот рундук сделанный. Да, здесь лежат и жилеты, и фара.
тяжелый, можно закрыть на ключ, все очень удобно. Боковые карманы продолговатые, длинные. Сделаны два кронштейна, но это уже мое произведение искусства, для подстаканники, для стаканчиков, держатели телефонов. Можно устанавливать весла, как есть в комплектации. Это не доп. Опция. В задней части вот под этим рундуком располагается спасательный вот этот насос, который отстреливает воду в случае наполнения. Вот сюда выведен клапан и сливает воду за борт. Заливная горловина, единственное сказал, это вот здесь вот находится, очень удобно. Здесь специальный такой боковой ободок. Если происходит перелив бензина, то не попадает вовнутрь лодки. Да, лодка, скажу сразу, это плоскодонка. Обратите внимание на строение дна, оно плоское. И при передвижении по волнам она подскакивает и сильно бьется дном. То есть создаются такие глухие удары. Чем хорошо плоское дно? Это то, что вы можете ловить на глубине порядка 30-40 сантиметров. Осадка лодки в воде составляет, наверное, 15 сантиметров. Да, ну вот сколько у меня здесь, 15 сантиметров уровень воды. Все, вы можете спокойно заходить чуть ли не в камыши. Здесь 4 держателя спиннинга. Раз, два. И в этой части 3-4. Лестница для купания. Это я не буду раскрывать, сейчас показывать. Я размещу фотографию. Большой чехол накрывает всю лодку, и можно передвигаться в любую погоду, как в холодную, так и в дождливую. Не задувает ни ветер, не попадает ни влага. Очень практично, реально практично. Маленькая лодка напоминает кабриолет. Установлен 50-сильный мотор. В данной линейке это DF50A. Таких моторов существует две комплектации. Это L и S нога. Удлиненный транец и простой. У нас, соответственно, простой транец, не удлиненный, простая нога. Делается он на одной базе, 40, 50 и 60. Можно перепрошить, как это принято и некоторые делают. В этот мотор можно вшить прошивку от 60-сильного мотора, и, соответственно, мотор будет развивать гораздо большую скорость. Но я хочу сказать, что это не такая уж прям большая разница. Там расход, естественно, прибавляется. Ну, вот сейчас в данной комплектации лодка развивает скорость 55. Я вот разгонял полностью, когда один сидишь. 55 километров в час. Во-первых, почему я взял Suzuki, это первое, но технология управления позволяет двигателю DF50 работать на плохом бензине, если идет нехватка воздушной смеси, если топливная смесь плохая. В любом случае система EFI, которая здесь располагается, МПС EFI, она работает на ура. То есть можно заправляться низкокачественным бензином. Этот двигатель имеет электрозапуск. Расход данного мотора на 100 километров составляет порядка 25 литров, наверное, 25, ну 30, я бы даже сказал. Да, он может съедать. Это при максимальной загрузке, когда идешь до отсечки. Это все, наверное, что я хотел пока рассказать вам о лодке. Если что-то появится более интересное, вы увидите в следующих обзорах. А сейчас готовимся к завтрашнему отплытию. Самое главное событие в моей маленькой яхте — это наклеивание. Все. Уже не оторвать. Название яхты. Ведь как ты яхту назовешь, так она и поплывет. Готовимся завтра к отплытию. В 6 утра у нас выезд. С 6, наверное, до 9 мы ловим рыбу здесь, в Приозерске. А с 9 часов завтрак. И в 11 мы стартуем в сторону Ладожского озера. Посмотрим, что такое Ладога. Доброе утро. Ну вот, по-питерски уже 6:20. Стартуем. Утро. Стартуем. Все в сборе. Операция спуск на воду. Вообще реально заливает. Волны сильно поднялись. Фин сидит вообще, мерзнет, мокнет. Капитан не сдается. Идем дальше. Так красиво.
Вертолетная площадка. Как живут олигархи? Не, по-моему, просто богатые. Ну или просто богатые люди. Власть, по-моему, не отношения. Первый питерский выезд. В северных широтах. Идем на глубину. Люди в палатке живут. Самоизоляция. Как они на таких лодках плавают, если тут такое волнение? Это накидывают, еще проще. Они зимой. А, ну да, на самом деле привязывают к снегоходу и плавают, да? 8,2. Это отлично. Отличная глубина для рыбалки. Финский рыбак. Я. Зашли в Финляндию, зацепили рыбака. Не рыбу поймали, а рыбака утащили. Оп. Да, нет. Так зад нет. Нет, все. Рыбалка продолжается. Пока 0. 2 воблера потеряно. Финский и эстонский воблер потеряны. Минус 2, Ух, какие волны. Ух, сильные волны, да, хорошо. Курс взяли на Ладожское озеро. Попробуем дойти. Расстояние 24 километра, да? Сколько? 24 нам идет? 24-25 километров. Большое волнение вроде закончилось. Начинается большая вода. Ну, в общем-то, приплыли на место. Сильное течение, бурлит все. Подводные камни мы вот сейчас вот шли и действительно задели дном. Точнее, даже не дном, а мотором задели. Хороший такой удар получился. Не рискнули идти дальше. Разворачиваемся, идем в обратную сторону. Так что сегодня без Ладожского озера. Вот и подошло к концу наше путешествие. Мы с Анатолием все собрали, упаковали. Большое спасибо за чудесный отдых. Да, отдых у нас получился. Да. Правда, почки болят. На плоскодонке надо додумать. И на заднице большой синяк. И на заднице большой синяк. Большие волны, большая попа, большой синяк. Ну ладно.